Привет, друзья! В предыдущей серии мне удалось прокатиться на реактивном велосипеде. Это было очень круто. И несмотря на то, что среди вас почему-то эти серии не пользовались большим интересом, лично мне реактивная тематика оказалась очень даже по душе. И теперь я намереваюсь создать реактивный мотоцикл. На моем реактивном велосипеде был установлен космический маневровый двигатель. И несмотря на то, что все эти ракетные двигатели очень мощные, относительно своих габаритов и веса, они еще ко всему и чудовищно прожорливые. Так, например, мой двигатель мог работать всего лишь 6 секунд. Разумеется, для реактивного мотоцикла потребуется что-то более долгоиграющее. Я изучил все типы космических двигателей, и самый долгоиграющий из них это солнечный парус, который, к сожалению, не удастся применить в земной гравитации, и ионные двигатели, которые, к сожалению, работают только в вакууме. И в итоге мне придется отказаться от всех этих космических ракетных двигателей и перейти в раздел авиации. Ну а тут, конечно, выбор вполне очевидный. Лучше всего к моему мотоциклу, конечно, подойдет турбореактивный двигатель. Но для начала, естественно, давайте разберемся, как он устроен и как он работает. Давайте представим, что мы взяли обычный домашний вентилятор. Включая его в розетку, электрический двигатель начинает раскручивать крыльчатку, а она создает поток воздуха. Если мы возьмем второй такой вентилятор и поставим его напротив первого, то от набегающего потока ветра, естественно, его крыльчатка тоже будет раскручиваться. И если вместо двигателя мы установим туда генератор, разумеется, он будет вырабатывать электричество. И тут, конечно, напрашивается очень интересная идея. А почему бы не соединить этот генератор с этим двигателем? Тогда генератор будет вырабатывать электричество для двигателя, а двигатель будет вырабатывать ветер для генератора. И система получается замкнута. И это просто гениальная идея. И интересно, почему люди раньше не догадались так сделать? И тут вы, наверное, скажете: «А, Леха, ты изобрел вечный двигатель». Но, к сожалению, это не так. Дело в том, что у всех узлов есть какой-то КПД, то есть коэффициент полезного действия. И, как обычно, он меньше единицы. Есть потери и в электрическом двигателе, есть огромные потери на вентиляторе, также не весь поток доходит до второго пропеллера, а также и второй пропеллер имеет очень низкий КПД. В итоге генератор будет вырабатывать намного меньше энергии, чем потребуется для электрического двигателя. Даже на этом видео мы видим, что второй вентилятор вращается намного медленнее, чем первый. Общими словами, эту проблему связки двигатель-генератор можно описать как: на второй вентилятор поступает недостаточное количество воздуха. Так что же придумали люди? Они между двумя этими вентиляторами поставили огонь. Дело в том, что при сжигании керосина происходит расширение газов в объеме приблизительно в 27 раз. А если считать, что эти газы еще и нагретые, а значит расширенные в своем объеме, итоговое количество энергии получается еще больше. Вследствие этого второй вентилятор будет крутиться намного быстрее, чем даже первый. Получается, что такая замкнутая система вполне теперь может работать. Но возникает естественный вопрос: а зачем нам вообще нужно все это электричество, генераторы, когда можно просто взять две крыльчатки и посадить их на один общий вал? Поскольку на вторую крыльчатку приходит гораздо больше энергии, он запросто сможет вращать свою нагнетающую крыльчатку. А мощность всей этой системы можно легко регулировать размером огня, иными словами, количеством подаваемого керосина. Конечно, есть много конструктивных разновидностей турбореактивных двигателей, но основной принцип остается именно таким. Первичный вентилятор называется турбокомпрессором и порой состоит из десятка последовательно расположенных крыльчаток. А второй вентилятор называется силовой турбиной. Силовой, потому что он и вращает этот турбокомпрессор. И в итоге эта система крыльчаток раскручивается до таких скоростей, что итогового выходящего количества газов достаточно, чтобы толкать самолет. Эти двигатели бывают настолько огромными, что их мощность достигает 8 и даже 10 тонн тяги. При этом, что самое интересное, из-за того, что основную работу все-таки делает воздух, количество потребляемого керосина такого двигателя намного меньше, чем у жидкостного ракетного двигателя той же мощности. А значит, этот двигатель идеально подходит для моего будущего мотоцикла. И раз уж с типом двигателя мы разобрались, осталось самое простое. Этот реактивный мотоцикл нужно сделать. Я, конечно, нашел в продаже миниатюрные реактивные двигатели, они обычно используются для авиамодельного спорта, но они имеют весьма маленький ресурс и почему-то ужасно дорогие. Они реально стоят миллионы. А это означает, что Лехе Романтику опять придется что-то колхозить самому. На самом деле я очень долго скрипел мозгами на этот счет, и в голову шли такие мутные инженерные решения, как, например, сделать крыльчатку с помощью болгарки и сварки, или использовать 10 крыльчаток от пылесосов. Но понятное дело, что с таким подходом
не удастся создать достаточно мощного двигателя, чтобы мотоцикл мог более-менее как-то вразумительно ездить. Но как-то раз, прогуливаясь по своей любимой металлоприемке, я наткнулся на целую гору сломанных турбин от турбонаддува каких-то грузовиков. И тут мне пришла в голову идея, а почему бы мне не сделать свой реактивный двигатель из этих турбин? Кроме того, после этого в интернете я нашел еще большое количество экспериментаторов, которые в принципе занимаются тем же самым. Я посмотрел на всю эту гору турбин, в принципе зрелище было довольно-таки жалким. У всех у них какие-то фатальные поломки. Но я подумал, что если взять их всех, может быть из нескольких удастся собрать какую-то одну более-менее такую рабочую. Разумеется, все эти запчасти были разных типов, разных фирм, но я подумал, была не была, может быть что-то да и получится. Поэтому я решил забрать их всех по цене металлолома. На самом деле данная турбина не очень подходит для создания реактивного двигателя, и сейчас объясню почему. Вот посмотрите, это крыльчатка от какого-то вертолета, и она так называемого канального типа. То есть вращаясь, она прогоняет воздух вдоль своей оси. Благодаря такой конструкции воздух может достигать максимальных своих скоростей, так как встречает меньше всего всяких изгибов, поворотов и препятствий. А крыльчатка турбины, которая используется на турбонаддуве, так называемого циркуляционного типа. Иными словами, у этой крыльчатки задача не прогнать воздух вдоль своей оси, а разбросать его по бокам. То есть вращаясь, эта крыльчатка как карусель раскручивает воздух, и под действием центробежной силы воздух разлетается по бокам. То есть эту штуку больше можно назвать как центробежный насос. И еще ее иногда называют улитками, так как корпус, который собирает разбросанный по бокам воздух, действительно очень уж похож на раковину улитки. Несмотря на то, что турбина данного типа не подходящая для моего случая, тут, как говорится, на безрыбье и рак рыба. И на самом деле я считаю, что мне очень повезло, что мне в руки попало хотя бы это. Что ж, буду делать из того, что есть. Это уж точно лучше, чем крыльчатки от пылесоса. Но на самом деле, друзья, не все уж так плохо. Дело в том, что насосы циркуляционного типа способны развивать большее давление, нежели канальные турбины. Поэтому подобные крыльчатки обычно ставят несколько штук друг за другом, чтобы создать необходимое давление. При этом циркуляционный насос или насос-улитка способен нагнать такое же давление всего лишь с одной единственной крыльчаткой. Я думаю, создавая свой реактивный двигатель, стоит сделать упор именно на это. То есть, несмотря на то, что воздуху придется по-всяческому поворачивать и сгибаться, и поэтому мы здорово потеряем в производительности, то есть в объеме прогоняемого воздуха, несмотря на это, благодаря крыльчатке такого типа удастся создать большое давление, а значит двигатель имеет все шансы быть вполне-таки успешным. Весь этот металлолом был принесен в гараж, и после большой проделанной работы мне все-таки удалось из нескольких турбин сделать одну более-менее так рабочую. Есть несколько причин гибели таких турбин. Основная причина – это попадение инородного тела в крыльчатку турбины, например, болта или гайки. В таком случае крыльчатку слизывает, она теряет свою эффективность, начинает вибрировать, разбивать подшипники и, просто потеряв свою форму, перестает быть эффективной. Вот посмотрите, в данном случае произошло именно это. Какой-то предмет заживало в турбину, и он просто размазал все края этой крыльчатки. Вы только посмотрите, какие ужасные увечья нанесены этим лопаткам. А вообще-то они сделаны из крепчайшего жаропрочного сплава. Похоже, какой-то каленый болт попал на эту крыльчатку на огромных скоростях. Все смазано так, как будто она просто сделана из какого-то пластилина. Вторая распространенная причина гибели таких турбин – это масляное голодание. Если происходят хоть какие-нибудь проблемы с подачей масла, турбина непременно умрет. Все дело в типе подшипника, который там используется. Я думаю, большинство из вас знает, что такое подшипник, и чаще всего вам представляется вот такая вот штука. Это две стальные обоймы, в которых зажато множество шариков. Шарики перекатываются, и две обоймы способны вращаться друг относительно друга с наименьшим трением. Но у этих подшипников есть слабое место. Они не любят больших скоростей. А крыльчатка нашей турбины как раз таки и вращается с ужасными скоростями. Более чем 100 тысяч оборотов в минуту. Поэтому здесь применяется так называемый подшипник масляного клина. Технически правильно это будет назвать подшипник скольжения. Или, просто говоря, втулка. Вот посмотрите, эта бронзовая втулка является теми самыми перекатывающимися шариками. Только в данном случае она не перекатывается, а просто вращается между двух обоим. А в данном случае между осью и корпусом. Но не все так просто. Обратите внимание, что на этих бронзовых втулках есть дырочки. Это масляные каналы.
Сюда под некоторым давлением подается очень жидкое масло, и эти бронзовые втулки скользят на масляной пленке. То есть фактически они даже и не прикасаются к металлу. Поэтому отсюда и название подшипник масляного клина. Эти два подшипника способны держать вал от осевых нагрузок, то есть чтобы везде соблюдалась одна и та же ось вращения. Но они совершенно никак не держат от продольных нагрузок. Это когда вал стремится уйти вперед или назад. Для этого здесь есть третий, так называемый упорный подшипник. И он имеет еще более исхищренную и интересную конструкцию. Сейчас постараюсь показать. На вал одевается вот такая вот сложная деталь, и она здесь надежно крепится крыльчаткой воздушной турбины. К корпусу турбины крепится ответная часть этого подшипника. И выглядит она как вот такая вот пластина. Но это не просто кусок металла. В ней проделаны масляные каналы. Вот посмотрите, вот это вход масляного канала. Масло продвигается по всему подшипнику и выходит с каждой стороны этой пластины. И таких масляных каналов здесь 3 штуки. Эта пластина очень точно подогнана и одевается она вот таким вот образом на вращающуюся часть подшипника. Таким образом получается, что первая часть подшипника это неподвижная пластина, которая крепится к корпусу турбины, а вторая часть подшипника это и есть эта вращающаяся деталь. Таким образом получается, что эти 3 подшипника и держат все виды нагрузок, и продольные, и осевые. Вот такая, казалось бы, простая, но очень скоростная система подшипников. Давайте вообще посмотрим, как устроена эта турбина турбонаддува. На самом деле, в данном случае нам очень повезло, потому что здесь, как и у всех нормальных турбореактивных двигателей, на одном валу находится и крыльчатка турбокомпрессора, и силовая турбина. То есть, в принципе, по своему конструктиву, это практически готовый турбореактивный двигатель. Надо просто вокруг него создать всю необходимую обслуживающую структуру. Этим мы и займемся в следующей серии. А сейчас я хочу поблагодарить своих спонсоров, которые поддерживают и меня, и мой канал материально. А также всех вас за ваши полезные, умные и теплые комментарии. И как я обычно говорю, до встречи в следующей серии.